Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, как бы я ни решила некоторые вещи приостановить, прекратить за ненадобностью, из-за того, чтобы не тратить время зря. В любом случае, сегодня увидев нелепый ритуал на Навруз, но не выдержала душа поэта, и я все-таки выложила настоящий правильный ритуал для Навруза. Когда я увидела, что этот день, когда врата Вселенной открываются, вообще в такие древние праздники открываются. Я сейчас объясню, почему это древний праздник и что олицетворяет этот праздник. Так вот, когда врата Вселенские открываются, и духи и силы приходят к людям, чествовать эти силы пластмассовыми стаканчиками с солью, но ничего интереснее, смешнее я, наверное, не встречала. Во-первых, начнем с того, что возле порога поставить соль – это означает горечь, призывать в свою жизнь. Чистка солью – это совершенно другое. Чистка солью – это очищение солью, это окуривание, это прочтение, это оставление соли в разных местах дома, и потом собирание с определенными словами и так далее. Это совершенно иное. Но в такие праздники, дорогие друзья, соль ставить возле порога – это означает горечь привлечь, потому что все, что ты поставишь, то к тебе и придет, собственно говоря. Я все-таки решила подарить людям настоящий ритуал на Навруз. Во-первых, начнем с того, что среди моих подписчиков есть разные национальности, разные люди, как бы принадлежащие разным религиям. И я всегда говорила, что я уважаю любую силу, хоть я не религиозный человек, но поскольку любая религия имеет более древнюю архаическую почву, поскольку в каждой религии очень много элементов древнего язычества, то можно очень многое для себя полезное взять оттуда. Кроме того, религии создается на морально-этических нормах. Я хочу немного рассказать про Навруз. Навруз вообще это зороастрийский праздник древних персов, который через много веков или тысячелетий, как будет правильно, да, переняли тюркские народы в том числе. А потом уже переняли народы Азии, и Навруз прочно вошел в ислам. Поскольку я еще раз говорю, что народы не хотели отказываться от своих корней и традиций, то религии были вынуждены уступить, как бы взять это, но так перемешать с религией, да, как бы в новом свете представить и праздновать, как уже религиозный праздник. По сути, это древний зороастрийский Новый год. Это древнеперсидский, древнеарийский Новый год. Очень схоже с праздником Навасарт, который у армян. Но Навасарт начинается с 11 августа и длится 30 дней. В эти 30 дней различные делались подношения, помогали бедным и так далее, и так далее. Навруз 20 марта в этом году должен отмечаться. Это день весеннего солнцестояния и день Нового года. Летоисчисление и очень древний праздник. Еще со времен зороастрийских жрецов, то есть времен древней религии персов. Огнепоклонничество, зороастризм и прочее. Что, впрочем, то есть плавно перешло в религию. Хочу сейчас вам подарить ритуал, который может выполнить не только мусульманин, может выполнить любой человек, который в день весеннего солнцестояния, 20 марта, хотел бы вот во время открытых врат вселенских, да, попросить для своей семьи благополучия, благосостояния, помощи и прочее. Тем более, что такие сильные дни, они действительно, это дни, когда доходит мольба до вершины. Чествовать силы нужно все-таки достойно. И точно не солью и пластмассом. Ну, кто хочет так чествовать силу праздника Навруз, вообще Навруз Байрам называется. Ну, Байрам – это праздник. Это слово означает праздник Навруз. Те, которые хотят чествовать духов и вселенскую силу, и начало солью и
пластмассой, учтите, что вы призовете в свою жизнь бедность. Но это ваше дело. Знаете, по уму и разуму и воздается каждому. Да? Если у человека нет головы на плечах, он будет делать, что ему укажут, не анализируя ситуацию. А те разумные люди, которые хотят понять, как можно праздновать Наурус по старому типу, на основе традиций персов, древних персов, я создала ритуал, который вам сейчас подарю. Вы можете назвать эту силу силой вселенской, вы можете назвать Богом, вы можете назвать как вам удобно. Я лично считаю, что это вселенская сила, которая по-разному называется в разное время у разных культур. Вы можете назвать Богом, от этого ничего плохого не случится. Перед тем, как начать праздновать Наурус, перед тем, как совершить этот ритуал, для начала вам нужно будет искупаться, то есть очистить себя, очистить помещение, дом, все убрать, чтобы у вас была чистота и порядок. Вы можете этот ритуал провести не именно 20-го, а накануне 20-го, потому что 20-го у вас будут гости, наверняка, если вы празднуете, да, вы можете провести накануне 20-го, либо 20-го ночью. В любом случае, с 20 до 23 у вас есть время провести. Это дни Науруза. Итак, вам нужно соблюдать личную гигиену, вам нужно убраться в доме, очистить всю пыль, то есть оставить в прошлом году все это. Вам нужно будет вещи, которые вы не носите, но которые не рваные, не какие-нибудь там уже бесполезные, да, отдать кому-нибудь или вынести, оставить. Если вы живете в селе и вам некому ничего отдавать, но отдайте какой-нибудь бедной семье. В конце концов, оставьте где-нибудь деньги на дороге. Пускай подбирает человек, которому они будут нужнее, потому что духи приведут именно такого человека. Вам нужно будет найти зеленую свечу, желательно, потому что зеленый цвет испокон веков в Древнем Востоке считался цветом жизни, благополучия, благосостояния. Но в исламе он зеленый цвет вообще священный считается. Поставьте на стол сладости, сахар, можете изюм, можете чернослив. Это по вкусу, по желанию. Пускай у вас будет либо красный алтарь, либо золотистый, либо зеленый, то есть яркий алтарь. Поскольку древние персы это проводили с вином, но ислам запрещает вино, то ставится на стол виноградный сок. Положите на стол деньги, желательно мелочь, но не в копейках. Если доллары, то пускай это будут мелкие купюры. Я уже говорила, что с мелкими купюрами очень намного легче работать, и они идут в рост. То есть они растут, они с малого растут до великого. Положите на стол украшения золотые и серебряные, желательно еще и бриллиант. Знаете почему? Потому что бриллиант, он имеет такую особенность притягивать. Я многим советовала хотя бы иметь одну бриллиантовую вещь, потому что бриллиант, он притягивает. Очень, очень сильно притягивает богатство. Это такой особый камень. Благовоние, виноградный сок, сладости. И, собственно говоря, прочитать нужно 7 раз. Читайте 7 раз, в конце выпейте виноградный сок, потушите свечу пальцами, либо специальные там тушилки есть для свечей, кто часто проводит. Пускай благовоние до конца догорит, потом можете это все собрать. И у вас в течение года будет хватать денег на жизнь. У вас могут быть и резкие перемены, могут быть и, знаете, весомые перемены, могут быть и средние, но в любом случае у вас год будет более-менее благополучный, потому что вы привлекли на свою сторону эти силы. Если люди только один раз будут делать мои ритуалы, у них, конечно, могут быть изменения, но не настолько сильные, как у людей, которые часто делают мои ритуалы. Итак, я сейчас приспособлю. Я прочитаю, наверное, 1 раз. Вам нужно будет читать 7 раз. И вы, как положено, как достойно, отпразднуете и поблагодарите те силы, которые вас весь год вели, и встретите Новый год по древнему зороастрийскому календарю. Кстати, сладости можете и мед, и изюм, и чернослив,
все, что вы желаете видеть, потому что Новый год, вообще новые свершения, начало нового как бы периода в жизни всегда встречали со сладостями, чтобы все было сладко. Да? Даже невесту чествовали и встречали в доме с медом, со сладостями, с подарками, чтобы ее приход принес удачу семье и роду. Итак, читаем. Я повернусь на все 4 стороны света. Поворачивайтесь, кланяйтесь на все 4 стороны света, становитесь прямо возле алтаря и читайте дальше. И поклонюсь великим силам, и всем духам, и всем стихиям. О ты, кто на вершине вселенной, кто управляет судьбами людей, народов и всего живого. Я благословляю тебя и твое начало, и бесконечность, и твой гнев, и твою милость. Узри на меня и прими мою молитву. Ты, дарующий благо и карающий, суди меня по милости твоей, и род мой, и предков моих, и потомков моих, и отпусти им злодеяния их, если есть такое. Отпусти, прости и помилуй. Дай моей семье новую жизнь, и о всеблагой, о всесильный, я прошу и получаю, благословен мне вселенной. Да буду я жить в достатке, и мои дети, и дети моих детей. Да будет свято имя моих предков. В день священного Науруза призываю я к себе благословение Твое. Да буду я сыта и довольна судьбой. Да будет мой дом полный и богатый. Да буду я в почете всю свою жизнь. О величайший и вечный, бесконечная вселенская сила, услышь и прими мою молитву. Славься в вечности своей и в милости своей. Да будет так. Аминь. После берете и говорите. Да будет благословен год сей и начало сего года для рода моего, для предков моих, для потомков моих, для моих детей и для внуков и правнуков. Истинно. Выпивайте. О величайшая, мудрая и вечная сила, будь благословенна и прими мою молитву. Да будет так, и так будет. Аминь. Вот, собственно, то, что вам поможет привести благо в свой дом в праздник Навруз. Всем удачи!